Всем огромный привет! В этом видео пойдет речь об алюминиевых сковородках, а точнее об их обработке. Видео будет более такое разговорное, не короткое, поэтому если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной. Самая главная проблема, которая бывает у алюминиевых сковородок без покрытия, это то, что к ним пристает еда. У меня уже есть несколько видео на данную тему. В данный момент я показываю сковородку старинную бабушкину, которую откопала на чердаке. Она была в очень плачевном состоянии. Мы ее отмыли, очистили. Есть отдельное видео. Все ссылки на видео я оставлю в инфобоксе, а также в закрепленном комментарии. А вот эта сковородка тоже была очень старая. На ней был толстый черный слой нагара. Мой папа почистил ее с помощью дрели до вот такого серебристого состояния. И теперь дальше мы ее будем с вами обрабатывать. Основные способы обработки вот таких сковородок без покрытия – это прокаливание их с маслом. Прокаливать можно с обычным маслом, с растительным, но лучше прокаливать с льняным маслом. Льняное масло чем отличается от растительного? То, что оно высыхающее, то есть при температуре высокой, а также при воздействии ультрафиолетовых лучей льняное масло переходит из жидкого состояния в твердое, образуя твердую пленку. А растительное масло тоже можно растительным обрабатывать, если ничего нету под рукой. Но растительное не переходит в твердое состояние, а просто в такое гелеобразное переходит. Можно использовать и то, и то. В общем, не спешите выбрасывать свои старые алюминиевые сковородки, особенно если они литые, у них толстое дно и толстые стенки. Давайте попробуем вещь с небольшим изъяном превратить в хорошую вещь. Потому что у хорошей хозяйки даже вещь с изъяном становится хорошей. Вот. Разбрасываться такими вещами, конечно, не нужно. Сегодня мы с вами будем использовать способ, о котором меня многие просили, спрашивали, я обещала, вот наконец у меня дошли руки. Мы будем прокаливать сковородку с льняным маслом в духовке. Кстати, на YouTube я не нашла ни одного ролика на эту тему, поэтому в процессе все расскажу вам честно, как есть. Были у меня небольшие какие-то запиночки, заминочки. Мы сейчас с вами все это разберем. Будем, так скажем, такими первооткрывателями, потому что YouTube существует у нас уже более 15 лет, но ни одного видео на эту тему просто нет. Если вы найдете, то обязательно пишите мне в комментариях ссылочку на данный ролик, потому что я искала и не нашла. Я нашла пару роликов про чугунные сковородки, но так как они изначально черные, непонятно, какое там получается в итоге покрытие. В общем, давайте начнем. Итак, первое, что нужно сделать со старой алюминиевой сковородкой, это счистить с нее весь нагар. Легче всего это сделать дрелью. Не надо вот это варить, чистить, вот этими металлическими губками ерундой заниматься. Дрелью с насадкой счищается весь налет. Затем насыпаете крупную соль и сковородку прокаливаете в течение 10-15 минут на среднем огне. Все, далее она остывает, соль выбрасываете. Со сковородки смахиваете лишнюю соль, можно протереть салфеткой. Затем разогревайте духовку до 250 градусов и помещаете туда сковородку, то есть сковородка должна прогреться. Затем прогретую сковородку я достала, взяла льняное масло, то самое, которое пригодно для употребления в пищу, налила немного на бумажную салфетку, вы все видели, и очень тщательно втираю в поверхность сковородки, в дно, в бочка, в бортики, и втираю очень тщательно, прямо чтобы вот лишнего масла не было, чтобы был только вот такой легкий блеск. Итак, все у нас готово. Посмотрите, как выглядит сковородка. Теперь отправляем ее в разогретую до 250 градусов духовку, обогрев вверх-вниз на средний уровень. Прямо в таком положении, в котором вы видите сейчас, не кверху дном, а по-нормальному. Отправляем ее туда на 1 час. Что случится через час? Вот этот тончайший слой льняного масла под воздействием температуры из жидкого состояния должен перейти в твердое состояние, подобно тому, как жидкая вода под воздействием холода превращается в лед, в твердое состояние. Итак, прошел час, первый слой у нас готов. Обратите внимание, сковородка поменяла цвет. С серебристого цвета она стала желтоватой. Будьте готовы к тому, что
Пленка эта будет желтого цвета, а потом и вообще поменяет цвет. Смотрите видео до конца. Сковородка еще горячая, я вроде бы тщательно наносила, но кое-где немного не промазала. Это не страшно, таких слоев можно нанести много. Я лично буду наносить 5 слоев. Слоев таких можно сделать 1-2, а можно и 10-15. Сейчас сковорода немного остынет, я хочу провести по ней рукой и показать, что никакого масляного слоя нет, абсолютно на пальцах никакого масла не остается. Масло абсолютно точно перешло в твердую форму за час под воздействием температуры 250 градусов. А теперь хочу сказать про запах. Во время данной процедуры необходимо закрыть кухонную дверь, если она имеется. Обязательно широко открыть окна. При обработке сковородки в духовке пойдет запах гари, а затем запах такого масла, немного напоминающего техническое масло, горьковатый такой запах, немного удушающий, но не противный. Когда же мы прокаливаем сковородку с льняным маслом на плите, то идет явный рыбный запах. В любом случае нужно открыть окна и желательно эвакуировать всех домашних из дома. Ну а мы с вами продолжаем дальше. Сковородка остыла до такого состояния теплого, когда ее можно трогать рукой. Я наношу снова небольшое количество масла, примерно пол чайной ложки, и с помощью бумажной салфетки снова очень-очень хорошо растираю полностью по поверхности сковороды. Жирных участков быть не должно, должен быть только легкий блеск, то есть слой масла должен быть тончайшим. Подготовленную таким образом сковородку снова отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 1 час для просыхания масла. Эти процедуры можно провести в один день по очереди, а можно делать одно такое прокаливание в один день, там, в течение недели, допустим, нанести эти слои, как вам более удобно. Второй слой льняного масла просох, масло полностью полимеризовалось. Посмотрите, как сковорода выглядит с 2 слоями просушенного льняного масла. Сковородка стала более темного бронзового цвета, и она абсолютно сухая. Наносим 3-й слой. Абсолютно все то же самое. Масло я наношу прямо на горячую сковородку, наливаю каплю масла, с помощью салфетки все хорошенько растираю, дно, бортики, и отправляю сковородку также в духовку, разогретую до 250 на 1 час. Вот так выглядит сковородка с 3 просушенными слоями льняного масла. Она стала еще более темная. Какой-то небольшой рисунок на ней появился, типа разводов. Я так предполагаю, это из-за того, что я наносила на слишком раскаленную сковородку очередной слой масла с помощью щипцов. Надо все-таки сковородку немножко остудить до такого состояния, чтобы можно было трогать рукой. И уже хорошо-хорошо втирать в нее очередной слой масла. На следующий день я нанесла 4-й слой и также просушила в духовке, но это я не сняла. А затем 5-й слой. И посмотрите, на что она стала похожа после 5-го слоя. Я скажу, что произошло. Немного у меня духовка разогрелась сильнее, чем обычно, и прокаливалась сковорода 1,5 часа. Когда я уже пришла ее забирать из духовки, то температура была 300 градусов. Я не знаю, почему цвет стал черным. Посмотрите, черный цвет, вот такой рисунок на ней какой-то проступил. Все ли это правильно или у меня что-то пошло не так? Я не знаю. Мы с вами будем первооткрывателями в этой теме, поэтому если вы пробовали, пишите, все ли так должно быть, либо она должна остаться бронзовой. Почему она почернела, я так и не поняла, потому что полимеризация льняного масла происходит при температуре вообще-то от 250 до 300 и даже выше. Но раз у меня было 300, по идее, масло не должно сгореть. Ну вот, получился вот такой вот результат. Черная, блестящая, гладкая сковородка. А начинался мой ролик примерно вот с такого кадра. Помните, вначале были 2 светленькие сковородочки. Вот эта обработанная черная была даже светлее, чем вторая. И теперь одна из них осталась серебристая, вторая стала черной. Ну а теперь попробуем самое главное, будет ли прилипать к ней еда, не зря ли мы проводили все вот эти вот процедуры и вообще что же будет дальше.
А дальше случилось следующее. Я поставила ее на плиту, налила небольшое количество растительного масла и хотела попробовать пожарить яйцо, посмотреть, прилипнет яйцо или нет. Как вы думаете, прилипнет оно или нет? Напишите в комментариях об этом прямо сейчас. Но кажется, что-то тут пошло не так, и яйцо почему-то прилипло к сковородке намертво. Но я не стала расстраиваться раньше времени, а решила применить еще один свой проверенный способ. Тоже он с льняным маслом, но масло наливается толстым слоем. Вот как сейчас я наливаю подсолнечное, также на сковородку я налила льняное масло. Вот таким слойчиком, как для жарки картофеля, яиц, да. Поставила на сковородку на сильный огонь. Как только от сковородки вот с этим льняным маслом пошел дымок, пошел вот тот самый вонючий запах рыбы, я убавила огонь на средний и на среднем огне прокалила ее 15 минут вот с этим льняным маслом. После чего полностью остудила сковородку до комнатной температуры. Часа 3 она у меня постояла просто на выключенной плите. А затем помыла обычно с губкой из фейри. После всего этого я решила протестировать ее, пожарив картошку. Налила немного масла и положила картошку на раскаленную сковородку. Вот смотрите, что будет в итоге. Смело могу заявить, что на сей раз эксперимент удался. Не знаю, почему прилипло яйцо. Возможно, все эти часовые прокаливания в духовке – это все пустая трата времени. В итоге после прокаливания 15-минутного на плите с льняным маслом, с толстым слоем льняным масла, я подчеркиваю это, результат оказался прекрасным. Кстати, тем же способом я прокалила свою другую алюминиевую сковородку примерно год назад, я имею в виду на плите с льняным маслом. Она не поменяла цвет, осталась серебристой, и после этого к ней тоже ничего не прилипает. А картошечка, кстати, получилась очень вкусная. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, пишите свое мнение, подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам удачных экспериментов на кухне, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.